Для начала ответь сам себе на один вопрос. Ты действительно готов к этому? Поставь на паузу и поразмысли. И если ты смог себе ответить честно и твой ответ отрицательный, выключи видео, сохрани его и вернешься к нему позже, как будешь готов. Ну а с тобой, дорогой зритель, я поделюсь методом, который помог лично мне не только физически, но и духовно отказаться от того, что ежедневно убивало не только мое тело, но и душу. Знаю, что тебе это нравится. Ты видишь в этом отдушину, снижение стресса и чувствуешь, что это часть тебя. Это не так. Пока я рассказываю историю, постарайся вспомнить о моменте в жизни, когда ты не курил. Именно физическое ощущение и трезвость твоего разума. Перед началом, друзья, кто бросил, пишите свои методы, которые вам помогли. Этим видео я хочу добиться следующего. Человек, который послушает меня, зайдет почитать комментарии. Возможно, благодаря именно вашим словам у него сложится полная картина и он сможет отказаться от этого. Если у вас после просмотра будут вопросы, пишите, я отвечу каждому. Начну с истории. Однажды попробовал и мне понравилось. Можно сказать, что меня это устраивало и доставляло удовольствие. Помогало пережить стресс и особо тревожные ситуации в жизни. До момента осознания того, что пора завязывать, я выкуривал примерно пачку сигарет в день. Употреблял крепкие сигареты, содержание никотина в которых 5-8 мг. Также курил и все остальное. Кальяны, самокрутки с разными видами табака. Общий стаж курения примерно 8 или 9 лет ежедневного курения. И я не припоминаю момент, когда начал, но понимание, что пора завязывать, пришло лишь пару лет назад. Теперь пару слов об электронных сигаретах. Я курил что Хайкос, что Глова. Это лажа. Лично у меня также был кашель и прочее. Вейпы – это гадость похлеще сигарет. В чем суть? Когда легкие забиваются смолой и прочими прелестями, наш организм понимает, что эта гадость пришла извне и со временем отторгает ее. С жишками же ситуация иная. Они очень сложно выводятся, так как глицерин производится в организме. Поэтому и чисто физиологический процесс будет гораздо сложнее. Мой первый шаг к отказу – это снижение общей дозы никотина. Начал переходить на более легкие сигареты, содержание никотина в которых было 2-4 мг. Старался уменьшать и количество выкуренных сигарет. Ставил цель – 5 штук в день, 3 штуки в день. Это не работает. Не считал, сколько было попыток бросить, точно больше 10. При таком режиме курения любой возникший стресс усиливается, а ваш контроль стремительно теряется. При недостатке никотина вы начинаете стрессовать на ровном месте, раздражительность поднимается в разы, а выкуренная в середине дня последняя сигарета лишь распаляет вас. Увеличение количества сигарет неминуемо, лишний стресс организму, поэтому лучше такое не практиковать. Если вы можете пропустить свой перекур, то пропускайте, если же нет, то курите. Друзья, наверняка у вас есть то занятие, на которое вам не хватало времени, отложенное на потом хобби или досуг. Пора этим заняться. Так вот, как мне это удалось? Я взял отпуск. Незадолго до отказа я прекрасно провел сутки, получил незабываемые воспоминания. А на следующий день я вернулся домой и начал трудиться, заканчивать то, что растягивалось из-за большого количества дел. Рекомендую тебе все-таки не это, а новое для себя хобби. Как бросишь, на следующий день будет очень поганое состояние. Тяжесть, головная боль, головокружение, туманность разума, отстраненность, пелена перед глазами. Ощущение опьянения, нервозность, высочайшая раздражительность, импульсивность, вялость. Короче говоря, можно продолжать бесконечно. Все мои прошлые попытки отказаться от никотина обрывались именно здесь, но решение было найдено. Есть такой препарат – цитизин. Я не буду вдаваться в фармакологические свойства и вред, просто скажу на своем опыте. Если суммировать все побочные действия этого препарата, оно даже рядом не сравнится с эффектом от пачки сигарет. Я пил товарную марку Tabex, потому что чистый цитизин я не нашел. Дозировка была 1,5 мг. Цитизин значительно смягчает симптомы отказа. Это подпитка психики, которая охреневает от того, что никотин не поступил. После первых таблеток я осознал, что становится легче. Но тут есть нюанс. Если не готов психологически, от табикса никакого толку не будет. Поэтому первостепенно приходите к тому, что пора отказываться от этой привычки. Как пришел, все атрибуты в топку, утром проснулся и пьешь согласно инструкции. Конкретно я действовал так. С 1 по 3 день, по одной таблетке каждые 2 часа, итого 6 таблеток в сутки, плюс полный отказ от курения. Это не очень сложный период, главное просто протянуть. Далее идет снижение дозы. С 4 по 12 день по одной таблетке каждые 2,5 часа. 5 таблеток в сутки.
Вот тут начинается самое сложное. Происходит просветление разума, и ты начинаешь осознавать, что курение тебе нравится, и ты не готов отказываться от этого. Тут только на волевых тянуть и бороться. Воспринимай как вызов. В этот период я пил по времени. Бывали срывы по типу «сильно хочется курить», выпил таблетку раньше. Дальше, с 13 по 16 день, по одной таблетке каждые 3 часа. Итого 4 таблетки в сутки. Тут я действовал следующим образом. Не пил по времени, а исходил из желания. Пришла мысль «надо покурить», выпил таблетку. В эти временные рамки я перестал принимать табекс. К слову, тут я уже находился на работе, сидел и боролся с собой, так как привык каждый час ходить курить. С самого табекса, думаю, слезть особо проблем не будет. Если интересно почитать о препарате, цитизин. Мне пришлось учиться заново жить. Мир вокруг стал настолько серым, что тебя ничего не радует. Сон становится поверхностным, крайне чутким. Самая настоящая дофаминовая яма. Тут главное держаться, стресс будет обязательно. Держитесь, лучше пропить 2 упаковки цитизина, чем выкурить 1 сигарету. Так сказать, отдохнуть и перезагрузиться? Да хрен там. Вы начнете снова, и все ваши усилия улетят в задницу. Спустя пару недель вы физически начнете ощущать, что будете чувствовать себя лучше, разум станет светлее. Но вы будете кашлять. Много. Будет выходить гадость и вас будет выворачивать. Пейте АЦЦ, грудной сбор, капсулы рыбьего или собачьего жира, сразу как отказались курить. Мне этого не потребовалось, так как у меня легкие сами по себе довольно неплохо чистились. Вам будет везде некомфортно, будет сложно находиться даже дома, вы не будете знать, как вести себя. Курение – это крепчайшая привычка. Подумайте, как часто вы пропускаете перекуры и откидываете мысль «надо покурить». Во время курения я занимался физическим трудом. Как говорится, курящий перекур, не курящий продолжай работу. Именно так было и у меня. Я целыми днями занимался физически тяжелым трудом. Отдых был во время приема пищи и перекура. Первые 2 месяца вы будете видеть каждую сигарету на улице. Это нормально, со временем пройдет. На этом этапе я вам гарантирую, вы будете удивляться тому, что у вас меньше болит голова, у вас больше сил и ваша производительность стала выше. А также от того, сколько курящих вокруг людей. В это время я уже не боялся выходить на своеобразный перекур. Только за место сигарет у меня была небольшая 5-минутная прогулка, или я просто сидел на улице. Я набрал вес, плюс 7 килограмм. Хотя не наблюдал за собой, что начал больше кушать. Вероятнее всего, дело в том, что пища стала лучше усваиваться. Иногда у вас будет появляться желание снова покурить. Бороться с ним будет очень просто. Простая мысль «нафиг надо» и немного контроля перебарывают эту мысль. Если ты думаешь, что на этом все, нифига. Это кропотливая работа, которая займет гораздо больше времени. Я смог перестроить свою жизнь примерно за 3 месяца. У меня нет страха, что я снова сорвусь, ибо знаю, от чего я отказался. Спустя еще время вы уже сможете без лишних мыслей находиться рядом с курящими людьми. Запах может стать противным. В моем случае так и произошло. Вы начнете чувствовать больше запахов, и еда станет гораздо вкуснее. Только бросив курить, я осознал, от чего я отказался. Я отказался от добровольной порчи своей жизни и своего здоровья. Если ты досмотрел до этого момента, я хочу тебе сказать следующее. Все в твоих руках, и только ты решаешь, зажигать или выкинуть следующую сигарету. Вся романтика – навязанное мнение. Бросай, а как бросишь, напиши об этом под видео.